Привет, единички. Сегодня у нас расклад, что он думает и чувствует. Ну, к тебе, соответственно. Прежде чем начать, хочу сказать, что вы умнички, что оставляете обратную связь в виде комментария. Вот просто спасибо за обратную связь. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Итак, единички. Первый вопрос у нас — сигнификация. Что сейчас между вами? Чтобы было понятно, для тебя этот расклад или нет. Ну, знаешь, по картам у вас не вот этот вот дикий роман, фейерверки или наоборот, да все умерло. Нет, у вас вот посередине, но очень вот такое цепкое. Между вами сейчас, знаешь, вот спокойная плотная нитка, да, привязана. То есть без шоу, без вот этих фейерверков, без драм. И снаружи как будто у каждого своя жизнь. У него свои дела, там работа, маршрут на работу, у тебя свое. Он не устраивает истерики, ты тоже. Он не ломится в дверь, не пишет тебе вот эти простыни сообщений. Он своим темпом идет. Без резких движений, вот размеренно, тихонечко. Но при этом он тебя не отпустил. Нет. Он держит тебя вот, как сказать, вот в своем внутреннем круге. Не в черном списке, не в списке там левых женщин, а вот именно в своем важном пространстве. Просто он, знаешь, он не болтун. Вот так вот скажем, да? То есть он не делает ставку на слова, а вот именно он делает ставку на длительность. И для него важно, чтобы что вы вот, как говорится, не вчера познакомились и не сегодня поссорились. Он опирается на то, что между вами уже есть вот это вот общие моменты, общие разговоры, какие-то свои маленькие приколы, темы и так далее. И он это не выкидывает из головы. Но при этом у него, знаешь, к тебе вот, как сказать, вот ты хочешь вот как в сказке, а у него вот просто быт. Вот так вот скажем, да? Между вами сейчас дело не в переписке, не в действиях, а вот в подкорке мозга. Вы оба много чувствуете, но вы почти не разговариваете. Ты считываешь его по мелочам, там, по вот редким сообщениям, да, как дела, потому как он реагирует на тебя. И он считывает тебя по, знаешь, по тому, как ты отвечаешь ему, по тому, как ты там, возможно, исчезаешь иногда на час, на два, но остаешься всегда на связи. Между вами вот этот живой контакт на внутреннем уровне, я бы сказал. Это вот знаешь, как мы наболтались и сейчас понимаем друг друга даже по молчанию. Да, вот примерно вот так. Но вы, как сказать, вы и не, вот, как сказать, вы и не женаты, но вы и не чужие. Вы вот в подвешенной такой зоне. Вроде никто никому ничего не обещал, да, но отпускать до конца никто не собирается. Он своими, как говорится, земными делами занят, но в голове он тебя постоянно держит. И иногда это кажется вот как наблюдение. Ну, для тебя это. Он как будто смотрит, как ты живешь, как ты себя ведешь, с кем ты общаешься, и там какие-то свои выводы делает. То есть он не лезет, потому что вот боится лишнего шага, который потом, как говорится, назад не вернуть. Ну, между вами, в общем, итог — это вот
знаешь, как сказать, вот медленная, упертая позиция с его стороны и твоя чувствительность ко всем вот этим мелочам без вот этих, как сказать, без проговаривания условий. Вот я не знаю, как это сказать, вот вы не женаты, нет. Смотри, вы как будто, вот как сказать-то, вот когда вот как будто договорились, но не на словах, а вот на мозге. Вот я не знаю, как это сказать. То есть у вас отношения без ясности, без ясных договоренностей, понимаешь? Ротом вы ничего друг другу не сказали. Что чувствует к тебе? Ну, никакой пустоты нет, сразу говорю. Тут наоборот, вот все довольно сильно. Просто он это в себе душит. Это вот знаешь, вот, вот, блин, у меня картинка крутится, а сказать не знаю как. Я объясню, вот смотри, он как будто вот она моя, все хорошо, но я это не скажу. Или вот там я мужик, зачем вот эти сопли? Вот прям вот так вот он, понимаешь? То есть у него к тебе есть живая вот эта привязанность, теплые чувства, и они не сдулись. Нет, он реально внутри вспыхивает, когда ты там на связь выходишь, когда твою фотографию видит, даже когда просто вот вспоминает какую-нибудь мелочь с тобой связанную. Но он ротом это не говорит. Ты от него хочешь признаний, фейерверков, а он просто молча любит. Вот все. У него на тебя вот реакция, как у собачки Павлова. Не на уровне там, ну, нормальная женщина, да, а вот именно сердечко у него шевелится. Причем это не влечение, да, вот, ну, не компотное влечение, хотя оно тоже есть. Это еще и ощущение, что с тобой вот душой мягче, спокойней, теплее. Я не знаю, как слова передать вот эти. Я вот знаю, что он чувствует, а сказать не могу. Это как, знаешь, вот она моя, и это хорошо. Я себя с ней там живым чувствую, а не просто домовой рядом ходит, да? Но он это вот как бы на стоп поставил. То есть свои чувства он держит вот, как сказать, непроговоренными, в подвешенном состоянии, понимаешь? Он внутри решил, что он сейчас не имеет права, как сказать, высказать все то, что к тебе чувствует. И вот сидит в этом. То есть, с одной стороны, его к тебе тянет, а с другой стороны, он держит за шкирку себя и не разрешает себе к тебе шагнуть ближе, понимаешь? И вот он выбрал вот этот режим внутренней паузы. Чувства есть, они никуда не делись, но он им выйти не дает наружу. Именно поэтому ты чувствуешь от него вот такую вот, как сказать, не шизофрению, а вот как этот фильм «Сплит» смотрела, вот напиши мне в комментариях. Вот фильм «Сплит», только у него две личности. Одна к тебе рвется, а вторая его за шкирку отталкивает и говорит: «Хорош, ты же мужик». Вот примерно вот так вот. То есть и ты чувствуешь вот эту двойственность. Вроде тепло, да, от него веет, а по факту действий нет. И тут не потому, что вот чувства слабые, да, а потому, что он решил их не показывать. Его, знаешь, внутри держит вот этот страх, я бы сказал, вот этого переворота привычной жизни. То есть страх залезть глубже, чем он потянет. И там страх признать тебе все, а потом, как говорится, не вытянуть последствия. Внутри он уже выбрал. Ты ему важна. Ты зацепила. Ты сидишь в его сердце. Просто он, как вот сказать-то, вот он предпочитает жить с этим молча, да, рот себе заткнул. Понимаешь? Он тебя любит. В общем, давай вот так. Он тебя любит, но по-своему. Понимаешь, по-мужски.
криво вот так вот по-мужски. Ты же женщина, и ты вот этого понять не можешь, как вот мужики любят. Вот а кто тебе, как не я, расскажу, да? Криво. Вот у меня одно слово есть криво. Он по-мужски криво любит тебя. Поэтому, поэтому вот так. Он тебя любит, он за тебя пойдет всем морду набьет, извини меня за выражение, да? Но он не будет в уси-пуси играть, понимаешь? Блин, на английском пуси это по-другому. Давай не будем это, забудь это слово. Это он не будет с тобой вот в эти розовые сопли играть. Понимаешь? То есть, ну, по-мужски любят. А мужчины как любят? Они криво любят. Ну, когда, конечно, не просто страсть. А что он о тебе думает? Но знаешь, он видит, что ты не пустое место, да, ты человек, который вкладывается в себя, в свою жизнь. И он, знаешь, он замечает, как ты развиваешься. Вот не так вот, знаешь, как ты не сидишь, сложа руки, он это видит. Для него ты не вот эта дамочка, которая ждет подарков из ниоткуда, да, а ты человек дела. И он уверен, что если ты за что-то берешься, ты будешь долбить это до самого результата. И это его и цепляет, и напрягает. Вот цепляет, потому что он уважает такой подход, да? Ты не ноешь, ты не вот эти сопли не пускаешь, ты пашешь. Ты можешь сама себе заработать и на айфон, и сама себе позаботиться, и сама свои проблемы, вопросы решить. То есть ты не зависишь от него полностью, и это для него плюс. Но, но, вот в то же время он, знаешь, он понимает, что с тобой не поиграешься. То есть ты не тот человек, который закроет глаза и проглотит любой его фокус, да? Он видит, что у тебя язычок острый, реакция быстрая и очень жесткая позиция, вот когда вы ссоритесь, да, в конфликтах. И если ты видишь то, что он чего-то не то делает несправедливо, да, или какие-то двойные стандарты, то ты не промолчишь. И он уверен, что вот в споре ты не сдашься. Вот как все девочки это делают, да, а ты будешь, как говорится, долбить до конца. То есть будешь давить, давить до тех пор, пока не почувствуешь, что точку поставила. И вот этого он опасается. У него, знаешь, какая картинка в голове? С тобой строить можно. Ну, отношения я имею в виду. Но если честно, если открыто и если до конца. И если он вдруг где-то схитрожопит, да, уйдет от разговора или там выкрутиться попытается, то, как говорится, схлопочет по полной. Он, знаешь, он думает, что ты ссору, ну вот возьми любую ссору, не отпустишь, пока до конца не разберешься, все по полочкам не поставишь. И от этого у него внутренний стоп. Он боится проиграть тебе в честности и в силе, понимаешь? Ну, не в силе физической, а вот в силе спора, понимаешь? Еще он думает, что ты уже устала от вот этих вот игр, полуотношений. И если кого-то в свою жизнь до конца пустишь, то только при нормальном вложении со стороны мужика. И вот тут у него как раз застревание. Он не уверен, что потянет такой уровень, но и отпустить тебя не может он. Поэтому в мыслях он все время один и тот же вот этот сценарий, вот эту же карусель крутит. То есть ты достойна, ты сильна, с тобой можно по-взрослому, но при этом с тобой не получится жить в режиме типа «я так по чуть-чуть, когда мне удобно вкладываться буду». И вот в этом он варится. А тут больше сказать нечего. Обязательно подписывайся на канал, обязательно оставь обратную связь. И помни, что я с тобой рядом.